Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Максим Знак. И мы сегодня здесь собрались для того, чтобы поговорить о последних событиях, о каких-то юридических вопросах. Раньше я уже выходил в эфир, но достаточно долгое время пропал. Почему пропал? Потому что все мы говорили о том, что может наступить правовой дефолт, могут не исполняться какие-то нормы законодательства. И когда эти вещи действительно стали происходить, то какое-то понимание, зачем нужны юристы, для чего они сейчас нужны, что они могут сделать, оно отходило на второй план. И на первом плане оставались люди, которые готовы были говорить о политической повестке, говорить о политике, говорить о необходимых действиях, а юристы сколько могли, помогали им находить какие-то возможные способы реализации прав. Сейчас такая ситуация, что из всех членов Президиума Координационного совета в Минске на связь с вами могу выйти я один, Максим Знак. Сегодня мои друзья Мария Колесникова, Антон Родненков, Иван Кравцов, члены штаба Виктора Бабарико, которые с первых дней этой кампании занимались тем, что пытались добиваться учета голосов всех избирателей, права граждан Республики Беларусь выбирать нового президента, защита прав граждан Республики Беларусь. Все эти люди, так же как и многие другие, и волонтеры штаба Виктора Бабарико, и члены штаба, которые активно работали, сейчас находятся не здесь. Они либо задержаны, либо вынуждены были уехать из страны, либо, как сейчас происходит с Марией, Иваном и Антоном, они просто пропали. То есть Мария Колесникова сегодня пошла на почту. Мы договаривались, что она зайдет на почту для того, чтобы забрать письмо, которое пришло из Центрального РУВД, предположительно, это протокол об административном правонарушении. Иван Кравцов такой протокол подписал, я этот протокол получил по почте, административное правонарушение, участие в несанкционированном митинге 30 августа. И Марии, видимо, тоже оно пришло. И еще какое-то письмо из КГБ. То есть Мария встретила по дороге журналиста Дмитрий Лукашук, написал об этом в своем фейсбуке, мы даже не знали, что она именно в это время пойдет. И до почты она не дошла, около Национального художественного музея, как говорят очевидцы, ее поместили в бусик, на котором был написан «Связь», и она была в неизвестном направлении. С этого момента прошло более 8 часов, но мы до сих пор не знаем, ни где находится Мария, ни что с ней происходит, хотя адвокаты ее пытались связаться, направили уведомление о принятии в защиту во все органы, которые могли быть причастны к этим событиям. При этом Антон Родненков и Иван Кравцов, они тоже, после того, как Мария перестала выходить на связь, они пытались ее найти, приехали к квартире и тоже пропали. Единственные новости, которые у нас есть о них, вот только что поступила информация о том, что в квартире у Ивана Кравцова проводился обыск, причем обыск проводился сотрудниками ДФР. Как это связано с деятельностью Ивана? Что нам будут рассказывать и про Ивана, и про Марию, и про Антона, я думаю, что мы узнаем. Обычно эта информация появляется на государственных телеканалах. Тем не менее, есть много вопросов, которые касаются того, что делать дальше. И, к сожалению, история, которая произошла сегодня с членами Координационного совета, с секретариатом Координационного совета, это не единичная история. Такое происходит у нас сейчас каждый день. Задерживают людей. У нас более 600 человек задержано вчера, по сведениям Министерства внутренних дел, за участие в мирных акциях. В отношении их тоже будут вестись, видимо, в части из тех, которые не были отпущены, будут вестись административные процессы. Список политзаключенных у нас пополняется. То есть это ужасно, то, что произошло с Марией, Иваном и Антоном, но еще более ужасно, что это происходит со многими другими людьми, происходит каждый день на систематической основе. И об этом мы сегодня говорили в Координационном совете, и об этом мы будем говорить до тех пор, пока это не изменится. Если вдруг об этом не смогу говорить я, об этом будут говорить другие белорусы, в том числе те, которые вошли и в основной состав Координационного совета, и в расширенный состав Координационного совета.
Принимаются вопросы к стриму. Если что-то вас волнует, вы можете написать. Мои коллеги мне перешлют наиболее интересные и часто повторяющиеся вопросы. Я постараюсь на все ответить. Сейчас постараюсь предугадать несколько вопросов и ответить на них предварительно. Потому что сегодня многие журналисты обращались за комментарием, и первый вопрос у них был один. Как повлияет задержание, арест, не знаю, как назвать это, Марии Колесниковой на деятельность Координационного совета? Ну, как я отмечал, у нас с Координационным советом, с президиумом особенно, история такая. Президиум был избран свободными демократическими выборами среди всех членов общего состава Координационного совета, основного состава, в составе 7 человек. На текущий момент Павел Латушко был вынужден уехать с территории Республики Беларусь. Ольга Ковалькова отбыла один административный арест. Был назначен новый административный арест 15 суток. И как она сообщила, и как это мы получили подтверждение, она была насильно вывезена из страны. То есть она была поставлена перед выбором, от которого в данной ситуации от нее уже ничего не зависело. Лилия Власова, юрист, который известен практически каждому, кто занимается юридической деятельностью Республики Беларусь, партнер одной из ведущих юридических фирм, медиатор номер 1, который, собственно, создала медиацию в этой стране, 67 лет, Лилия Власова, тоже находится под следствием, в отношении нее возбуждено уголовное дело, он также член президиума Координационного совета. Сергей Долевский отбыл наказание по одному административному делу, назначено новые 15 суток ареста. Ну вот сегодня Мария Колесникова. То есть у нас из Координационного совета фактически на свободе остаюсь я, и в Беларуси остаюсь я и Светлана Алексеевич, но Светлана Алексеевич по состоянию здоровья не принимает активное участие в деятельности. Поэтому очевидно, что президиум не сможет принимать тех решений, которые он раньше принимал, и в связи с этим для предотвращения возможного давления дальнейшего, также для того, чтобы обеспечить более оперативную работу, членами Координационного совета были приняты изменения в регламент. То есть сейчас, несмотря на то, что президиум может быть задержан, может быть кто-то находиться вне страны, сейчас в рабочем порядке есть специальная группа, созданная, закрытая в Telegram. Там выносятся на обсуждение какие-то проекты, они обсуждаются, после чего ставится вопрос на голосование. В течение 24 часов собираются голоса членов Координационного совета. И если собирается простое большинство, решение сразу считается принятым и публикуется. Сегодня таким образом было выпущено 2 обращения. Пожалуйста, ознакомьтесь, там четко написано все, что мы думаем и по поводу давление на Координационный совет, членов президиума и других членов Координационного совета, например, Андрей Егоров был задержан вчера также. Также мы выпустили отдельное обращение, заявление, которое касается брутальных действий сотрудников, очевидно, сотрудников правоохранительных органов при их взаимодействии с участниками мирных акций. Все знают, что происходило вчера в Минске вечером после завершения акции, конкретно в районе проспекта Победителей, дом 3. Все знают, что происходило со студентами, с жителями Гродно, с жителями Тракторного поселка, даже с работниками службы ОСВОД, которые вчера помогали тем, кто прыгнул в Комсомольское озеро, спасаясь от преследования со стороны милиции. Все эти действия, по мнению Координационного совета, направлены на устрашение, на запугивание, и мы видим, что они напрямую связаны с политической активностью тех, кто подвергается преследованиям. Поэтому с точки зрения правовой мы в любом случае констатируем, что имеется превышение служебных полномочий. То есть если мы видим, что человек, неважно какой, лежит на земле, это видео облетело уже все каналы, человек лежит на земле, у него руки заведены за спину, он не сопротивляется, он полностью показывает, что он подчиняется требованиям каких-то людей в штатском, непонятно каких. И при этом к нему подбегает вот этот человек в штатском и несколько раз за разом бьет его по почкам, бьет его по ногам, то это явное превышение служебных полномочий. Мы все видим ситуацию, необходимости применения спецсредств в данном случае не было.
То есть, по мнению членов Координационного совета, уже есть основания для возбуждения уголовных дел. Если же выясняется, что эти действия совершены не просто так, не в запале каком-то, не единично сотрудникам, а систематически, а мы видим, что систематически по всей стране действия определенные совершаются, то тут зависит от конечной цели. Если эта цель наказать за какие-то политические убеждения, как мы видим, что происходит с задержанными, свидетельства об этом в интернете появлялись неоднократно. Если это причинение боли и страданий в качестве наказания за политическую или общественную деятельность, то это называется пытки. Есть легальное определение. Если официальное лицо причиняет страдания другому человеку из-за его политической и общественной деятельности, это пытки, статья 128, преступление против безопасности человечества. Если это делается не просто чтобы наказать, а для того, чтобы устрашить других, методика устрашения известна издревле, то есть если у нас есть большинство, какая-то большая группа, считается, что оказание давления на отдельных членов должно поменять поведение всей группы. То есть если задерживать активистов, если преследовать представителей каких-то активных, то, может быть, все остальные будут себя по-другому вести. Так вот, это тоже в Уголовном кодексе предусмотрено в качестве преступления. То есть если действия, несущие угрозу людям, либо иные тяжкие последствия, совершаются с целью заставить отказаться кого-то от политической или общественной деятельности, то у нас это называется акт терроризма. Это тоже подлежит преследованию по Уголовному кодексу. Наконец, если действия были совершены для того, чтобы каким-то образом подвигнуть мирные акции и мирных демонстрантов на то, чтобы они оказали сопротивление, потому что такая версия сейчас тоже часто высказывается. Ни одной витрины не было разбито за всю историю протестов, за исключением первой витрины, которая была разбита вчера сотрудниками правоохранительных органов. Так вот, если действия нарочито и демонстративно грубые, жестокие, неоправданно жестокие в данной ситуации были совершены для того, чтобы разозлить демонстрантов, то это уже может быть расцениваться как попытки разжигания социальной розни. Это тоже преступление, которое находится рядом с преступлением против безопасности человечества. Это статья 130 Уголовного кодекса. Сегодня члены Координационного совета с учетом всего этого составили заявление в Следственный комитет и подали эти заявления, по почте отправили, потому что вы знаете, что сейчас у нас небезопасно заходить в какие-то государственные учреждения. Люди, которые приходили подавать личное поручительство за Виктора Бабарика, очень многие из них оказались потом правонарушителями и отбыли наказание в виде административного ареста. Так вот, в Следственный комитет отправлено заявление с просьбой провести проверку по всем озвученным фактам, посмотреть внимательно на опубликованные видео. Там видно, в том числе, можно установить личность, кто руководил этими людьми. Можно установить, может быть, являются ли эти лица в масках и в штатской одежде, вооруженные сотрудниками правоохранительных органов, либо не являются. Можно провести проверку по всем фактам и вынести какое-то постановление. Мы надеемся, что будет постановление о возбуждении уголовного дела и проведение расследования по уголовному делу, привлечение к ответственности всех виновных лиц. Напомним, что до настоящего времени, несмотря на то, что поданы сотни заявлений по фактам, которые происходили с задержанными после 9 августа, в том числе заявление Марии Колесниковой, которое она подавала и в Генеральную прокуратуру, и отдельно потом в Следственный комитет, заявление Павла Латушко, заявление Лилии Власовой и других лиц, ни по одному из этих дел нам неизвестно, ни по одному из этих заявлений нам неизвестно о фактах возбуждения уголовных дел. Поэтому неоднократно уже и Мария Колесникова, и другие лица обращались к сотрудникам правоохранительных органов, к органам следствия с указанием на то, что единственное, что просим мы от них, это исполнение присяги, данной народу, и действия в соответствии с законодательством. Достаточно посмотреть на видео, на фотографии, на многочисленные свидетельства, чтобы понять, необходимо, чтобы дело было возбуждено, чтобы оно расследовалось, и чтобы о фактах этих расследований знали все те белорусы, которые видят все эти публикации, видят эти видео и имеют вполне определенное суждение по всем имеющимся фактам.
Поэтому с точки зрения деятельности КС, видите, что деятельность продолжается, деятельность будет продолжаться. Обращения и заявления КС, а также те документы, которые будут приниматься, вы сможете увидеть в официальном канале. Сегодня таких заявлений 2. Что касается дальнейшей работы, даже если президиум не сможет работать, у нас есть 2 четких механизма. Один механизм — это принятие решений в телеграм-чате. В течение 24 часов любое решение будет принято либо не принято. Второй механизм — это до формирования состава Координационного совета за счет тех, кто подал заявку на вступление в расширенный совет. То есть у нас более 5000 сейчас членов указано на сайте. Есть упрощенная процедура приема в расширенный состав и более сложная процедура приема в основной состав Координационного совета. Но в ближайшие дни, с учетом новых изменений регламента, будет доформирован состав совета до 110 человек. То есть у нас будет 110 членов Координационного совета в основном составе, и они смогут оперативно, быстро и очень плодотворно работать над разрешением ситуации в стране в той мере, в которой они могут это сделать с учетом их положения и позиции. Что еще вам рассказать по поводу юридического трека? Ситуация на самом деле по каждому направлению достаточно интересная. То есть мы немножечко забыли, уже прошло много дней, но у нас еще было 9 августа были выборы, потом было объявление официальных результатов, потом обращались кандидаты в президенты, включая Светлану Тихановскую, в Верховный суд, и был получен со стороны Верховного суда отказ в рассмотрении дела по существу. То есть была высказана позиция, что никто из кандидатов в президенты не вправе в Верховный суд обращаться, за исключением случаев, если бы вот Центральной комиссии было бы принято решение о недействительности выборов, вот тогда можно было бы судебную защиту осуществлять. А поскольку Центральная комиссия не признавала выборы недействительными, объявила официальные результаты, признала выборы действительными, то никто не вправе в суд ходить. Мы уже обращали внимание, что это противоречит, на наш взгляд, конституционной норме о праве на судебную защиту, которая гарантирована каждому, и уж тем более кандидату в президенты. И мы говорили о том, что обязательно будет обжаловаться это определение. В данном случае обжаловать можем только в надзорном порядке. Для того, чтобы обжаловать в надзорном порядке, нужно получить копию определения с печатью суда. К сожалению, непосредственно в Верховном суде у меня не получилось. Еще и в прошлый раз, еще когда я от имени при обжаловании определений по Виктору Бабарико обращался. Поэтому мы ждем, когда по почте будет доставлено соответствующее определение для подачи надзорной жалобы. Координаты мои, как адвоката Светланы Тихановской, есть. Надеюсь, что эти определения будут получены. Как только определение будет получено, надзорная жалоба уже готова, потому что определение опубликовано на сайте, собственно, понятно обоснование суда. То есть как только будет получено документ с печатью суда, будет подана сразу надзорная жалоба. При этом, несмотря на то, что Верховный суд в таком виде отозвался на поданное заявление, и несмотря на то, что Центральная комиссия также отказала в удовлетворении жалобы всех кандидатов в президенты, все равно юридические действия в данном направлении продолжаются. И они уже перешли скорее на уровень локальный, на уровень участков. Есть очень интересная информация, которая вот к нам поступила из тех гражданских инициатив, которые занимаются сбором данных по выборам, что происходит на участках, что происходит абсолютно в разных местах. Люди, избиратели, начинают обходить своих соседей и получать информацию, а сколько из них действительно голосовало за Светлану Тихановскую. Безусловно, только в том случае, если человек хочет разгласить тайну своего голосования, он вправе это сделать, но никаких ограничений сейчас по агитации не существует, поэтому многие избиратели добровольно вписывают свои данные в таблицу общую всех избирателей участка и подтверждают письменно: я голосовал такого-то числа на таком-то участке за Светлану Тихановскую. Дата, подпись. Таблица такая занимает много страниц.
И имеются случаи, когда у нас на участке, допустим, указано одно число, например, там 70 граждан, проголосовавших за Светлану Тихановскую, а подписей под этой таблицей граждан, утверждающих, что они голосовали за Светлану Тихановскую в соответствующий день, несколько сотен. Получается очевидное несоответствие официального протокола, если он был вывешен, и заявлений граждан, каждый из которых может выступить свидетелем при необходимости, о реальном волеизъявлении. На основании этих таблиц, вместе с приобщением других данных, имеются по каждому участку данные о нарушениях допущенных, например, когда не пускали наблюдателей, когда были зафиксированы в списках избирателей те лица, которые не могли голосовать, либо когда приходил избиратель и видел, что он уже проголосовал, хотя он на самом деле не голосовал. То есть все эти нарушения вместе с копией таблицы, мы знаем, что избиратели подают заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в порядке уголовно-процессуального законодательства и посмотреть, нет ли здесь признаков состава преступления, предусмотренных статьей 192 Уголовного кодекса. То есть нет ли фальсификации выборов, либо подлога документов по выборам. Пока нам неизвестно о возбуждении хоть одного уголовного дела, но мы видим, что доказательства по каждому участку собираются, причем они рассылаются в гражданские инициативы, они находятся в облаке, они уже никуда не денутся, то есть это идет повсеместно, и подтверждений о том, что с выборами было что-то абсолютно не так, как написано в опубликованных официальных документах, есть на данный момент очень много. Более того, интересна сама ситуация, что у нас до сих пор не имеется данных, и как Центральная комиссия, в общем-то, пояснила, судя по всему, и не будет данных, если не изменится позиция, о том, как же люди проголосовали на участках. То есть есть данные где-то по чуть меньше, чем 1500 участков, остальные 4,5 или даже больше тысяч участков неизвестно, как именно голосовали люди, но если сложить опубликованную информацию и посмотреть на среднее значение, которое должно было быть у кандидатов в президенты по тем 4500 участках, которые не опубликованы, то получается очень интересная картина, что Светлана Тихановская должна была бы набрать 2,97, если не ошибаюсь, %, 3%, вот те самые пресловутые, которые везде упоминаются, для того, чтобы выйти на итоговое значение результатов по стране. Александр Лукашенко должен был набрать порядка 89% в среднем голосов на всех этих неопубликованных участках. Насколько такое могло произойти, тут уже нужно определять статистически. Однако, если на каждом из вот этих неопубликованных участков граждане собирают больше 10% подписей от всех избирателей, то становится понятно, что уже никак статистика точно не сойдется, потому что всего по всей стране у Тихановской в среднем чуть больше 10%, а по опубликованным результатам, по тем протоколам, которые удалось отснять в ночь с 9 на 10 августа, порядка 25%. То есть оно абсолютно не коррелирует с теми документами, которые были опубликованы. Возможно, это и есть причина, почему оставшиеся документы не публикуются. Что у нас еще из вопросов, стоящих на повестке дня? Наверное, еще раз стоит отметить, что вопрос с насилием непропорциональным и неадекватными действиями со стороны правоохранительных органов, он, несмотря на все то, что произошло с выборами, сейчас он стал первым. Я уже говорил о заявлении Координационного совета, это не первое заявление. Я уже говорил о том, что подавались соответствующие и обращения, и заявления о возбуждении уголовных дел. И это тот вопрос, который не может быть забыт, поскольку это даже находится уже не на уровне локальном, это находится на уровне международном. То есть если действительно имеются факты пыток по политическим мотивам, то эти факты обязательно должны быть расследованы, причем расследованы публично, чтобы все понимали, что происходило, как происходило, почему происходило и как сделать, чтобы это не было впредь, никогда не произошло. То есть это требование у нас должно оставаться неизменным, и оно является приоритетным, то есть с тем, что сейчас происходит. Еще из актуальных вопросов, которые задавали
Некоторые вопросы, наверное, могут касаться тех инициатив, которые Координационный совет уже запустил, ну и будет запускать. Я напомню про структуру Координационного совета. Многие спрашивают, чем он занимается, зачем он нужен, каким образом был сформирован. На все эти вопросы есть в той или иной степени ответ либо на сайте Координационного совета в регламенте, в резолюции, либо давались пояснениями. То есть, если что-то еще интересует, направьте вопросы в комментарии к стриму, возможно, коллеги мне передадут, я на них отвечу. Но основная вещь, которая касается Координационного совета, выглядит так. Фактически это очень разные люди, которые собрались для того, чтобы попытаться максимально полно представить разные точки зрения, которые имеются в белорусском обществе по поводу происходящего. Может быть, разное видение будущего этих людей, могут быть разные политические взгляды, но Координационный совет при принятии резолюции определил, что имеются 3 основных требования, под которыми сейчас готовы подписаться большинство белорусов. То есть это те требования, которые в разных формулировках звучат и на заводах, и во время мирных акций, и люди пишут запись у себя в Фейсбуке. То есть эти 3 требования повторяются постоянно. Расследование преступлений, наказание для тех, кто виновен в насилии, освобождение политзаключенных и иных лиц, которые необоснованно пострадали, в том числе после мирных акций, и проведение честных выборов по международным стандартам для того, чтобы можно было белорусам определить свою судьбу. Так вот, Координационный совет фактически, учитывая, что нет готовности к диалогу со стороны власти, Координационный совет занимается тем, что формулирует ожидания белорусского общества, реагирует на те события, которые происходят, и параллельно, в той мере, в которой это возможно, помогает тем гражданским инициативам, которые создаются, друг с другом координироваться и в рамках рабочих групп получать информацию, что необходимо каждой гражданской инициативе. То есть никаких дополнительных ресурсов, никаких дополнительных структур здесь не имеется, фактически структура полностью горизонтальная. Любой член Координационного совета может входить в неограниченное количество рабочих групп, и именно в рабочих группах и в гражданских инициативах, которые сегодня появляются ежедневно, происходит основная работа. Причем об этой работе никто никому не отчитывается, президиум в эту работу рабочих групп не вмешивается, потому что то, что сейчас происходит в Беларуси с точки зрения именно творчества, креатива, гражданской активности, это прекрасно, тут главное не мешать. Любое управление вот этим процессом может только навредить. Белорусы сами прекрасно справляются. Поэтому Координационный совет и дальше планирует проводить такую деятельность, то есть какая-то реакция более-менее консолидированная на происходящее, как сегодняшнее обращение, я думаю, что под ними могут подписаться большинство опрошенных, и всяческое содействие в той мере, которое это можем сделать, поддержка, может быть, медийная, рассказ о всех победах, которые достигают гражданские инициативы, для того, чтобы белорусы видели и понимали, что именно они невероятные. То есть не более того, но и не менее того. Это очень важно сейчас. Из той инициативы, которая, наверное, наиболее громко прозвучала, это была озвучена инициатива по отзыву депутатов. Вы знаете, что многие граждане с энтузиазмом отнеслись к тому, что нужно уточнить, а кто у них депутат, чем он занимается, что он сделал, каким образом он реагировал на те сообщения, которые к нему приходили в рамках избирательной кампании. Потому что очень многие депутаты получили вот перед неочередной сессией, где они заслушивали послание Александра Лукашенко к народу и к парламенту, они получили вполне конкретные письма от своих избирателей, где их просили сделать ряд вещей, в том числе явиться в качестве наблюдателя на участок избирательный и посмотреть, чтобы не было нарушений законодательства. Вот сейчас по всем этим вопросам депутаты либо отчитываются перед избирателями, либо избиратели запускают процедуру их отзыва. Мы знаем уже, с какими проблемами избиратели на местах сталкиваются, но опять же не стоит недооценивать степень их заряженности и креативности. Я вот буквально пару дней назад видел то заявление, которое избиратели одного из районов подготовили. Это просто какой-то шедевр. То есть на 20 страницах с 40 приложениями, с перекрестными ссылками, то есть это как серьезная какая-то группа юристов работала в течение недели. И я понимаю, что это сделали люди, которым действительно не все равно, что происходит в стране. Они понимают, что демократия — это когда, в общем-то, они участвуют в управлении, они готовы сейчас этим заниматься, это делать.
Поэтому с точки зрения Координационного совета сейчас будет внедрен ряд новых инициатив, предложен, по крайней мере, обществу. Возможно, какие-то из них будут использованы. Будут подробно созданы какие-то ответы на частые вопросы и рассказано об инструментах юридических. Я очень кратко расскажу, что у нас еще может быть. У нас есть несколько законов интересных, которые редко раньше использовались, но сейчас ситуация такая, когда в каждом дворе появилось свое комьюнити, когда боровляне ходят в гости к Новой Боровой, когда разные районы друг с другом дружат и общаются. То есть это как раз-таки появилась полноценная какая-то структура территориальная местного самоуправления. И на этот счет у нас в законодательстве есть механизмы и инструменты, которые могут использоваться. То есть есть закон о проведении местных и республиканских собраний. Республиканские собрания могут проводиться только по инициативе президента, но зато с местными собраниями, вплоть до уровня областей или даже нескольких областей объединенных, проблем нету, и каждый двор может выбрать своего представителя, потом несколько дворов выберут своего уполномоченного, они выберут там еще кого-то, и получится такое своеобразная вещь, которая может от имени народа вполне репрезентативно говорить, в том числе поддерживать какие-то позиции, в том числе делать какие-то заявления. Этот процесс, мне кажется, обязательно должен быть запущен, потому что все уже назрело. Точно так же на этих местных собраниях могут создаваться, у нас есть еще один закон о местном управлении и самоуправлении, есть территориальные органы местного самоуправления, которые могут не иметь формы юридического лица и на местных собраниях избираться, тоже заниматься определенной повесткой. Опять же, учитывая, что лидеры уже какие-то во дворах и в районах харизматичные, активные появились, они вполне могут образоваться в квази постоянно действующий орган, который будет заниматься проблемами соответствующей территории, помогать развитию двора, поселка, района в городе и каким-то образом взаимодействовать и контролировать, может быть, даже отчасти деятельность местных органов управления, которые у нас существуют в рамках вертикали. То есть все эти инициативы, они идут снизу, то есть они идут от людей. Понятное дело, что на пути может быть много препонов, то есть там должны быть разрешения со стороны местных органов самоуправления, точнее местных советов депутатов, местных исполнительных органов для проведения собраний, в том числе для отзыва депутатов, для проведения собрания местного направляется уведомление и так далее. Но опять же, мы знаем, мы этот год усвоили, что если что-то делать, то что-то получается. И получается, в общем-то, у белорусского народа неплохо, поэтому если законом предоставлены эти механизмы, наряду со всеми другими формами проявления своей активности можно использовать и их, это точно не навредит. Что еще хотелось бы обсудить из того, что у нас на повестке дня прямо сейчас находится? Возможно, будет много вопросов о партии, о создании которой объявила Мария Колесникова на прошлой неделе. Мы планировали как раз завтра проводить пресс-конференцию с ответами на большинство вопросов. Тут действительно это больше в компетенции Марии находится. Я бы хотел только одну вещь отметить для тех, кто смотрит этот стрим. Очень много было и каких-то догадок, и каких-то домыслов, каких-то обвинений, в том числе в адрес Марии, в адрес других членов команды штаба Бабарика. Мы, наверное, должны извиниться за то, что коммуникация прошла вот именно так, как она прошла. То есть, возможно, это было не совсем правильно было составлено обращение, потому что фактически это было обращение Виктора Дмитриевича, которые посчитали, что, учитывая, что оно было записано до его ареста, учитывая, что оно было записано как есть, члены команды посчитали, что некорректно вырезать какие-то куски, интерпретировать и пытаться из слов Виктора Дмитриевича собрать какое-то новое будущее. То есть отправили сообщение как есть и отправили как есть то, что эта инициатива, она никуда не исчезла, она имеется, она была всегда на повестке дня, мы о ней разговаривали тогда, когда был объединенный штаб, они знали, наши коллеги из других штабов. То есть мы просто откладывали этот момент до того, когда будет
чувствоваться, что все-таки какая-то имеется необходимость в создании такой силы. Что касается заявлений о несвоевременности или о том, что это помешает деятельности Координационного совета, я бы хотел отметить еще раз, у нас приоритетом всегда был, есть и остается Координационный совет, потому что именно он призван прилагать усилия, консолидированные всего белорусского общества для разрешения политического кризиса и других кризисов, которые уже перед нами очевидно возникли. И поэтому и я, и Мария, мы являемся членами президиума, мы активно работаем в этом направлении. Все, что можно сделать для того, чтобы здесь и сейчас добиться выполнения тех требований, которые формулируются народом, мы должны и будем делать. Что же касается партии, мы должны понимать, что выполнение 3 требований, которые ставит перед собой Координационный совет, это только первый шаг. У нас все равно есть страна, Беларусь. У нас есть ужасное состояние во многих областях, в том числе, вот мы сейчас разговариваем и с точки зрения права, и с точки зрения экономики, и из других сферах. И, безусловно, нужно не просто справиться с тем, что у нас уже произошло, и добиться победы обязательно, но и сразу готовиться к тому, чтобы транслировать какую-то картину понятную, обеспеченную, подтвержденную того будущего, которое должно наступить в этой стране. И для этого должны быть политические силы, в том числе политические партии, любые активные, которые заверят о том, что они полностью поддерживают Координационный совет и его цели, но и одновременно будут предлагать какие-то пути дальнейшей работы, дальнейшего выхода после того, как требования Совета будут выполнены. Это вкратце, что я лично могу сказать о создании партии. Возможно, это не совсем так детально и так политически выверено, как это сделали бы мои коллеги, но, к сожалению, они сейчас находятся не в том состоянии, чтобы давать какие-то комментарии. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки мы сможем их увидеть на свободе. Как бы оптимистично это ни звучало, но у нас позиция изначально со времен штаба Благовика была всегда общаться в позитивной повестке, всегда говорить, что все будет хорошо, и иногда, когда хорошо действительно наступает, этому очень сильно радоваться. Поэтому я надеюсь, что и Мария, и Иван, и Антон в ближайшее время смогут ответить на все остальные вопросы, которые касаются политических инициатив. Я лучше отвечаю на вопросы, которые касаются юридических инициатив. Поэтому я сейчас посмотрю, какие вопросы прислали зрители, и на них вам постараюсь что-нибудь ответить. Итак, одну секунду, тут в чате нужно сначала найти, в Телеграме нужно найти, где, собственно, вопросы, а где все остальные сообщения, которые приходят. Так, вопросы. Каким образом принимается решение Координационного совета? Не совсем понятно. Давайте объясню еще раз, если не совсем понятно, это важно. То есть раньше, до момента изменения регламента, действовала такая схема. Подавались заявки, из этих заявок выбирались люди в основной состав совета, потом основной состав совета избрал себе президиум из 7 членов, и дальше все решения принимались президиумом. 4 голоса набрано, значит решение принято. В связи с тем, что президиум сейчас, вы видите, подвергается преследованиям, изменена была схема. Сейчас все решения принимаются основным составом Координационного совета, не расширенным, то есть эти тысячи людей, которые собрались в расширенном составе, они могут работать в рабочих группах, они могут генерировать какие-то идеи, но они не участвуют непосредственно в голосовании. Вот. А основной состав в закрытом телеграм-канале, в закрытой телеграм-группе непосредственно участвует в обсуждении, уже конечном обсуждении выдвинутых идей и принятии решений в тех случаях, когда решения требуется принимать на уровне Координационного совета. Что же касается большинства инициатив, тех, которые проходят в рабочих группах, то они
собственно, не требует дополнительной обычно никакой ратификации. То есть если рабочая группа придумала классную идею, то она сама ее и продвигает, это без всякого голосования, если идея соответствует законодательству, если идея находится в контексте и созвучна с теми вещами, которые указаны в регламенте, в резолюции, то она просто запускается в массу. Координационный совет может только поспособствовать теми коммуникационными каналами, которые у нас есть. Еще раз повторюсь, что несмотря на все произошедшее, мы продолжаем оставаться в повестке дня такой законной и правомерной. Координационный совет не менял этой точки зрения своей. И даже в том обращении, которое касается действий сотрудников последние дни правоохранительных органов и брутальных задержаний, мы обращаем внимание на все то, что незаконное происходило, но также выражаем озабоченность тем, что это может быть своеобразной провокацией, которая должна подтолкнуть к отказам от принципов мирных акций. И еще раз подчеркиваем, что Координационный совет просит на эти провокации не поддаваться и оставаться в мирной повестке дня. Именно благодаря мирным акциям, белорусов сейчас знают по всему миру, именно благодаря мирным акциям наши протесты уникальны. И именно благодаря этим акциям, я думаю, что мы и победим. Так, еще вопросы. Что у Виктора Эдуарда? Очень хороший вопрос. У Виктора Эдуарда мы находимся на связи с родственниками не только Виктора Эдуарда, еще много ребят, которые, к сожалению, сейчас находятся под стражей и в отношении которых предъявлены обвинения, возбуждены уголовные дела. Мы стараемся получать информацию о всех. Сейчас по всем тем, с кем мы связываемся, информация такая, как врачи говорят, стабильное состояние. То есть в той мере, в которой это возможно, все держатся, находятся, понятно, в каких условиях в заключении, но тем не менее отправляют письма, шуют наружу свои лучики оптимизма и неизменно, когда доходит какая-то информация от Виктора Дмитриевича, он говорит, что всем передает привет, рассчитывает на то, что все наши усилия неизменно в ближайшем будущем увенчаются успехом. Ну и в целом говорит, что всех обнимает. Когда выйдет, так особенности это произойдет. Так, еще вопрос. Применимы ли меры самообороны в отношении лиц в гражданском, которые пытаются действовать как сотрудники органов внутренних дел? Знаете, тут такой вопрос, на который можно долго отвечать, но одно дело какая-то теория, а другое дело практика. Здесь у нас ситуация такая. У нас важны не сколько действия, сколько интерпретация этих действий в дальнейшем и возможные риски, которые действия несут. То есть, безусловно, есть и уголовный кодекс, есть понятие необходимой самообороны, там статья 34, освобождение от ответственности в случае необходимости самообороны. Есть возможность затруднения идентификации, и так вот быстро отвечая на этот вопрос, какие-то юристы могут сказать, если к вам подошел незнакомый человек на улице и начал применять к вам насилие, безусловно, вы имеете право на необходимую самооборону. Это действительно так. Но мы должны все понимать, и мы уже об этом говорили неоднократно, что если мы применяем самооборону, меры защиты определенные к человеку, который с высокой степенью вероятности все-таки является сотрудником правоохранительных органов, то, скорее всего, это приведет к возбуждению уголовного дела, но не в отношении него, а в отношении того участника мирных акций, который давал отпор. Это подтверждено имеющейся практикой. К сожалению, мы видим, что ни одного дела, как я уже говорил, по фактам применения насилия, пыток, истязаний не возбуждено. В то же время мы видим, как те люди, которые подавали заявление на возбуждение подобных дел, они сами становятся уже фигурантами, либо опрашиваемыми, либо в отношении них прямо высказывается угроза о том, что они будут проходить в качестве обвиняемых по делам о массовых беспорядках. Поэтому
Здесь правовая квалификация — это одно, реальные риски — это другое, и мы призываем всех четко оценивать эти риски и не совершать действия, когда вы не уверены в том, что эти действия приведут к какому-то позитивному результату. То же самое касается других инициатив. У нас еще есть много интересных норм законодательства. Вот, например, часто приходил вопрос. Есть у нас закон об участии граждан в охране правопорядка. Там есть статья 9, в которой указывается, что граждане по месту своего жительства для защиты и охраны правопорядка по месту своего жительства могут создавать группы, которые в уведомительном порядке о наличии этих групп сообщается в органы внутренних дел. И здесь тоже нужно четко понимать грань. То есть мы полагаем, что это, безусловно, полезная, важная и нужная инициатива может быть, особенно если она одобрена местным собранием, то есть если местное собрание всех жителей решит о том, что это необходимо. Особенно в ситуации, когда по ночам у нас в некоторых районах начинают происходить странные вещи, когда пропадает имущество, когда повреждаются автомобили, когда что-то еще происходит. Безусловно, группа местных граждан, которые в пределах своего района, в пределах своего дома осуществляют такой своеобразный дозор, это нормально. Они сообщают о своей инициативе в правоохранительные органы, они просто гуляют в своем районе, они следят за тем, чтобы никакие хулиганы ничего не делали. Не рисовали на стенах, не распивали спиртные напитки, не портили автомобили. Причем неважно, какие это будут хулиганы, с какими они будут флагами, потому что противоправное действие — это противоправное действие. В то же время, если эти группы будут созданы, опять же, в соответствии с этим законом, но при этом уже появятся у них какие-то дополнительные цели, либо у них, не дай бог, появится какая-то атрибутика или предметы, которые необходимы им для осуществления самообороны, то это влечет уже совсем другие риски. То есть, используя любые правовые инструменты, всегда нужно думать о том, как оно будет интерпретировано со стороны наших правоохранительных органов, которые в последнее время не прекращают нас удивлять. Поэтому подобные инициативы тоже могут быть, но к ним нужно относиться с учетом тех рисков, которые я озвучил. И на этом я хочу нас поздравить с тем, что вопросы закончились, а большинство из них, мне пишут ребята, большинство из вопросов я затронул в ходе стрима. Спасибо всем тем, кто сегодня был на связи. Смотрите за информацией, которая будет в каналах Координационного совета. Продолжайте выражать свою гражданскую позицию. Еще раз хочу сказать от имени всех членов команды, я уверен, что и Маша, и Антон, и Иван, и все остальные, кто сейчас не могут здесь быть на стриме, обязательно к этим словам присоединятся. Ребята, вы невероятные. Вместе мы обязательно победим. Спасибо вам.